Привет, друзья! С вами снова Дмитрий, и у меня нету телевизора. Звучит как в тех американских фильмах. Здравствуйте, друзья! Я Дмитрий Куликов, я алкоголик. Но нет, у меня нету телевизора уже порядка 9 лет. Но у меня зато везде, где я нахожусь, где работаю, везде есть радио. В частности, радио есть на кухне, радио есть в гараже, радио есть в бане, радио есть вот на втором этаже, ну или там, где я делаю ремонт. Вот. Ну, купил я недавно себе проектор, то есть смотреть какое-нибудь кино на андроиде, то есть можно YouTube смотреть также. Очень великолепная штука, там большой экран, расстелил. Сейчас у меня в комнате достаточно прилично, уже можно лежать и спокойно смотреть на большом экране 120 дюймов, здоровенный экран и смотреть проектор. Но захотел я к нему прикупить специальную Bluetooth колонку, которая бы выдавала отличное качество звука, чтобы там боевик какой-нибудь смотришь, там бум-бум-бум-бум-бум. Вот. Ну и как водится, пересмотрел разные обзоры в интернете, и мне очень понравилась вот такая вот колонка. Свен называется, 650, последняя, играет, как говорят в обзорах, бомбовски, Bluetooth держит, все, никаких проблем. Вот. Но чем меня подкупила эта колонка, тем, что у нее есть радио. Потому что радио, не могу я себе позволить там радио иметь разные колонки для проектора, а также для ремонта. То есть мне вот пока делаешь ремонт, нужно обязательно какое-нибудь радио, чтобы играло и было не скучно. Кстати, если к вам пришла какая-то бригада работать на некоторое время, и у вас нету, у нее, точнее, у этой бригады нету колонки, у нее нету никакой вот такой вот шарманки-балалайки, вот, ну, обычно это такая тяп-ляп бригада, которым наплевать, которые не заботятся о своем комфорте, о комфорте своего труда, поэтому можете смело гнать этих работников нафиг, иначе вы потом наплачетесь с тем, что они делали, сделают они вам крайне некачественно, будет все это... Потом сами будете лить слезы. Короче, это один из критериев выбора бригады, которая работает. Вот. Итак, вот так вот выглядит эта колонка. Колонка, я скажу, бомбическая, то есть звучит просто потрясающе. Но, так как я сказал, у нее большая, как оказалось, проблема с радио. Вот. Ни в одном обзоре, который я смотрел на эту колонку, не было ничего сказано о том, что радио фуфло, радио хреново ловит. Просто было сказано, что есть радио, ну есть и есть, как бы. А мне первым делом нужно радио. Да, вы можете сказать, что можешь поставить на телефоне радио, включить по интернету его, а колонку подключить по Bluetooth. Но это, сами понимаете, у вас будет задействовано два прибора, которые требуют розетки. А на объекте не всегда есть розетки. Вот у меня сейчас здесь есть ремонт на втором этаже. У меня здесь сейчас куча розеток. А на первом этаже ремонта нету еще. И, соответственно, ни одной, ну, точнее, одна розетка есть, и к ней подключаются все там приборы, которые мне нужны на первом этаже. То есть, ну, большой геморрой достаточно. Поэтому мне нужен был, специально выбирал прибор, чтобы у него было радио. Вот. Но радио здесь полное говно. Вот, не дать соврать, вот я его включаю. Вот. Что тут? Нажимаю скан. Вот,
Вот, а он бежит, что-то сканирует, но ни одной станции он не ловит. Ладно. Оставим это все на потом. И в инструкции у него сказано, что можно подключить вот такой вот проводочек, который идет в комплекте, в гнездо AUX. Ну и, собственно, должно появиться радио. Ну, давайте посмотрим. Уже что-то ловит. Кто начнет с бой? Ладно, он там сейчас будет искать все эти каналы. Не будем мы как их остановить-то. Вот. Все равно, видите, ловит. Ну, взял его. Но я же не буду его так постоянно держать и как-то его... Мне нужно, чтобы он ловил постоянно. Вот я, ну как его, бросил, видите, все, не работает. Полное говно, что называется. То есть, ребята, если вам нужна колонка, просто колонка Bluetooth, бомбическая колонка, это просто вот номер один, что называется. Вот. Если же вам надо радио, я вот специально съездил, у товарища увидел, мы с ним вместе там делали одну вещь, вот, и у него вот такая вот колонка. Какой-то китайский ноунейм, называется BT спикер, что за, ну, Bluetooth спикер, вот, и здесь вообще никаких вопросов. FM Tender. Вот FM. Все, здесь любые радио. Здесь вообще вопросов нету. Тоже никаких, видите, ничего нету. Ярмарка. Никаких антенн, ничего. Я думал, здесь будет примерно то же самое. Все ловит вообще тут. И чисто, и потрясающе. Так что... Короче, ладно, неважно. Вот, как видите, дешевая китайская поделка. Дешевая китайская. По качеству приема радио значительно лучше, чем крутая, хорошая колонка. Я не знаю, ну, как бы, если уже делаете хороший аппарат, то уж делайте до конца, чтобы он был не хуже, чем обычное китайское какое-то. Да, не спорю, есть китайское говно, но вот это вот удачный вариант, там, видимо, какая-то антенка есть. Вот. И мне, к чему весь этот ролик, я захотел посмотреть. Сейчас я хочу разобрать вот эту вот колонку и посмотреть, что у нее есть внутри. Можно ли, во-первых, можно ли сюда вставить антенну каким-то образом, может, выдвижную какую, просверлить дырочку. Да, конечно, вы скажете, да, покупать за такие бабосы колонку, еще потом сверлить дырочки. Ну, тем не менее, вот мне нужно радио, хочу посмотреть. Звучит, повторюсь, отлично, просто вот вопросов нету по качеству звучания. Вот. Ну и сейчас открутим крышечку, посмотрим, что там внутри. И второй вариант, который я хочу понять от этой колонки, можно ли добавить сюда аккумулятор дополнительный. То есть здесь вот написано, что здесь два аккумулятора по 2000 мАч. Вот. Ну, хочется понять, можно ли присобачить сюда больше аккумулятор. Ну и заодно давайте посмотрим, что там у нас внутри. Итак, приступим. Итак, ребят, все, я разобрал. Давайте посмотрим, точнее раскрутил винтики. Давайте посмотрим, что там внутри.
Вот так вот это выглядит. Как видите, колонки тут можно и побольше какие-нибудь придумать. Ну, наверное, я не буду этим заморачиваться. Кто хочет, смотрите, достаточно интересно. Внутренности, 2 пищалки, 2 твиттера, что называется. Батарейка вон там внутри. Сейчас я туда доберусь, попробую разобрать, посмотреть, что там. Давайте попробуем добраться до батарейки, посмотрим. Места, в принципе, тут хватает, куда можно разместить дополнительные аккумуляторы. Поэтому вот, ребята, вся батарейка. Тут вообще с палец нету. Я так понимаю, здесь 4 18650, вот эти вот батарейки, аккумуляторы. Ну, скорее всего, они и есть. Ну, очень похоже. Не знаю, так или не так. Короче, можно сюда еще воткнуть побольше. Вот. Ну, уже буду сейчас думать. Ну, болтается как бы. Ну, не суть важно. Вот. Итак, теперь мне хочется понять, что у нас с антенной. Вот, куда можно здесь прикрепить это все дело. Если вы знаете, знакомы с такой схемой, напишите в комментариях. Ну, как бы попробуем сделать, попробую. Или какие-то советы дайте, что можно сделать с антенной вот в этом варианте. Ну вот, ребята, короче, поковырялся я немножко в этой плате. Сейчас уже собрал на место. Ни хрена не разобрался, где там антенна, что там и как. Короче, я сделаю фотографии. Сейчас вы увидите эти фотографии всех внутренностей, которые здесь есть. И, может быть, кто-то сможет подсказать, как вывести отсюда антенну и вообще, как можно это сделать и стоит ли вообще этим заморачиваться. Вот. Ну все, сейчас я буду собирать, посмотрим, как она работает, не работает, и уже послушаем, сравним с той китайской балалайкой, как звучит Свен. Собираем. Как водится, в самом низу была маркировка аккумулятора, как я и предполагал, 18650, 4 штуки. Вот. Так что, я думаю, можно сюда еще таких же засадить, сколько вам не жалко, в параллель. Ну вот, колоночку я собрал, внутренности вы все видели, так что напишите, как увеличить емкость аккумуляторов. Это не для меня, а для всех, кто смотрит данный ролик. Всем будет полезно. Пишите об этом в комментариях, напомню. Ну и кто знает, пишите также в комментариях, как можно вывести антенну сюда сделать, к чему припаять, если кто знает. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Сейчас попробую
провести тесты совместно с китайской моей этой шарманкой. Ну и как бы посмотрим, сравним. Там динамик побольше, но как бы как будет звучать. Но скажу сразу, как звучит Свен, мне больше нравится. Вот. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал. Расскажу еще что-нибудь интересное. Ну а пока. Пока.